Итак, хороший способ начать – это создать цилиндр, переключиться на ортографию сбоку и убедиться, что курсор с 3D находится во внутреннем рту. Я тоже собираюсь пока спрятать волосы и все аксессуары. На данный момент это тоже хорошо. Чтобы закрыть щель между губами с помощью надувной кисточки и немного разгладить, если это необходимо. Просто убедись, что ты лепишь только с самым низким разрешением, так как только на него влияют клавиши формы, позволяющие сделать рентген и лучше рассмотреть внутреннюю часть рта. Опусти ползунок рентгеновского снимка пониже. А затем создайте цилиндр на панели управления Adjust Last в сторону. Или при нажатии F6 вы можете удалить Generate UVs, в чем не будет необходимости. Но что еще более важно, ты можешь установить тип заполнения шапки равным None. Таким образом, верхние и нижние концы уже будут открыты. Уменьши масштаб цилиндра и слегка наклони его, так как зубы расположены под углом к рту, соответствующим масштабу, так что цилиндр как бы совпадает с выступом губ. Зубы, как правило, должны прилегать к внутренней стороне губ и щек в качестве ориентира в режиме редактирования. Затем мы сначала смоделируем верхние зубы в петле в середине цилиндра и удалим нижнюю часть. Затем ты можешь добавить еще пару петель и масштабировать их, чтобы уже как бы визуально разделить зубы и десны. Выдели и удали заднюю половину цилиндра и отодвинь открытые края еще дальше назад. Вот где у нас будут коренные зубы. Мы также можем удалить левую сторону и добавить модификатор зеркала. Также запомни вариант спереди, чтобы видеть свои объекты через голову. Теперь у тебя должен быть базовый профиль зубов и десен в качестве основы. Теперь сдвинь края, чтобы они выровнялись по количеству зубов, которые ты хочешь в целом. Если ты посмотришь на одну сторону верхних зубов человека, у нас есть два резца, 1К. От 9 до 8 коренных зубов, 2 коренных моляра и 1 зуб мудрости. На протяжении всей нашей жизни мы, конечно, тоже теряем зубы, и для стилизации также принято удалять пару зубов, чтобы они были больше и заметнее. Ты также можешь легко избавиться от контура края, удалив его или включив автоматическое редактирование слияния, чтобы просто объединить его в другой контур, сдвинув его в то же положение, добавив немного толщины затвердевшим. Пока что модификатор и увеличьте ползунок толщины, разделите десны на отдельный объект, выбрав сетку и нажав P, и выберите выделение. Ты также можешь дать имена вновь разделенным объектам, чтобы все было упорядочено. Чтобы еще больше определить зубы, ты также можешь разделить их. Еще один способ сделать это – выбрать края, которые их соединяют, и нажать V, чтобы разорвать их. Таким образом, у вас есть отдельные зубы, но все в одном объекте. Добавьте модификатор поверхности разделения и убедитесь, что вы объединили, отключив модификатор зеркала. Мы не хотим, чтобы слияние резцов было мучительным, и выделяем верхние концы зубов, чтобы удалить эти грани, но также обязательно сначала примените модификатор затвердевания. Теперь выдели все граничные ребра и исключи их вверх. Если ты установишь точку поворота как индивидуальную, то уменьши их все. Теперь ты добавил маршруты к каждому зубу. Удаление верхних граней также может быть сделано для десен, чтобы еще больше улучшить форму зубов. Ты можешь добавить дополнительные кромочные петли, чтобы заострить края. У K19 может быть дополнительная петля на краю, чтобы дать им подсказку.
Также добавь петли с других сторон, чтобы коренные зубы больше походили на коробки. Например, резцы и клыки определенно намного тоньше коренных зубов, так что ты можешь надавить на задние стороны. С помощью пропорционального редактирования ты также можешь добавить зубам немного изгиба наружу. Тогда в основном повтори эти изменения с другими зубами. Конечно, зубы постепенно становятся толще, пока мы не доберемся до коренных зубов. Все это не обязательно должно быть сверхточным, так как мы снова пройдемся по зубам для правильной топологии. Позже прямо сейчас все зубы направлены довольно прямо вниз, раздвигая кончики. Немного глубже внутрь очень помогло бы деснам, важно немного протолкнуть их в промежутке между зубами. Тогда это выглядит более похожим на настоящие пистолеты, обернутые вокруг зубов, посмотрите на них сбоку. И вы можете отодвинуть эти пятна немного дальше, чтобы они не выделялись так сильно. Ты можешь сделать то же самое с задней частью зубов, но так как это на самом деле не будет видно для теста экспрессии, ты также можешь просто пропустить это для дальнейших корректировок. Лучше всего видите верхние и нижние зубы вместе. Так что дублируй верхние объекты и зеркально отрази их по оси Z с помощью элемента управления M. А затем нажал Z. При размещении их убедитесь, что есть немного естественного перекуса с верхними зубами, переименуйте объекты, примените масштаб и поскольку он перевернут прямо сейчас. Затем инвертируйте нормали с помощью Shift. В режиме остановки ты можешь изменить пропорции зубов, чтобы они лучше сочетались друг с другом. Нижняя и большая лошади определенно более тонкие, и есть немного зигзагообразный рисунок в расположении зубов сверху вниз, так как они должны сцепляться друг с другом, чтобы произвести эти регулировки. Ты также можешь временно объединить нижние десны с нижними зубами, включив опцию до выпадения в настройках захвата щетки. Нанеси свою кисть бесконечно глубоко в том направлении, на которое ты смотришь. Как только ты закончишь, ты можешь снова разделить предметы, убедись, что зубы хорошо вписываются во внутреннюю часть рта и относительно губ, вот так. Чтобы закончить их, ты также можешь добавить цвета вершин к этим объектам. Что касается языка, ты можешь просто добавить кубик и выдавить его в форму, так как мы не будем сильно двигать языком для теста на экспрессию, и он часто прячется за зубами и деснами. Нет необходимости вдаваться в подробности, добавьте модификатор поверхности разделения и убедитесь, что он соответствует пространству между зубцами в цветах вершин. И используйте плавные нормали. И это по сути все. В следующем видео мы наконец перейдем к созданию строительных блоков тестов экспрессии с помощью Shakes.